Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у нас 28 января, воскресенье. И сегодняшний выпуск я хотел бы начать сообщение о событии, которого лично я жду, примерно с лета 22 года. И мы с вами неоднократно говорили по этому поводу. Я вам напомню, речь идет о развертывании американских ядерных боеголовок Б-61-12 поближе к жизненно важным центрам Российской Федерации. В ответ на все злокозненные меры, шаги, которые предпринимает Кремль в последние минимум 2 года, и в частности на якобы развертывание российских ядерных ракет на территории Беларуси. Но что касается якобы размещения ядерного оружия РФ в Беларуси, то, если вы помните, я высказал глубокое сомнение в том, что это реальное ядерное оружие. Говорят, что, скорее всего, это макеты, и даже цитировал моих знакомых из кругов НАТО, которые называли их оружием из папье-маше. Но вот теперь приходит подтверждающая информация, что под видом ядерного оружия РФ передала в Беларусь 25 учебных макетов ядерных боеприпасов различных типов. Из 90-го, это ВЧ-74420, и 47-го ВЧ-35720 межведомственных региональных учебных центров вооруженных сил Российской Федерации. То есть, да, были правы натовцы, которые не сомневались в том, что это макеты деревянные или с папье-маше ядерное оружие. Ну и, наконец-то мы ждали с вами с лета прошлого года, и неоднократно здесь обсуждали, что надо играть Рейгана. Давно было сделать администрации Байдена то, что сделал Рейган во время своего президентства, когда в ответ на развертывание совершенно ненужного развертывания советских ракет СС-20, американцы развернули Першинг-2 и крылатые ракеты. Подлетное время Першинга-2 до Москвы с территории Германии составляло примерно 10 или 12 минут. И я сам помню, как это происходило, сидел в центре Москвы, когда об этом узнали, охнули утром, узнав об этом в Кремле, в ЦК КПСС, охнули и схватились за свои сердца. То есть руководство Советского Союза пришло в себя, прозрело буквально в течение часа. Холодный душ подействовал великолепно, самым удивительным образом. И вот, наконец-то, в Белом доме, то есть в Пентагоне эта идея уже обсуждалась давно, наконец-то добились утверждения в Белом доме о том, что после всего этого неоднократного потрясания ядерными причиндалами кремлевских сильных, но легких карликов нужно сделать им понятный даже для идиотов ответ. И вот таким ответом и служит развертывание ракет, боеголовок Б-61-12. Откуда стало известно? Об этом сообщили британские СМИ. Газета The Daily Telegraph. Ей в руки попал секретный документ, якобы часть которого была размещена на интернет-сайте американского агентства, которое занимается закупками для Министерства обороны. Там речь шла о строительстве сайта, учебных, там, в общем, очень укрепленного пункта на американской базе ВВС в графстве Саффолк, Великобритании, в Англии, на базе Лейкен-Хит. Это та же самая база, которая размещала крылатые ракеты во время противостояния, во времена президентства Рейгана. Я очень подозреваю, как это было организовано, то есть британские газеты выловили это на сайте американского ведомства внезапно, почему-то не американские газеты, а британские это все выловили. То есть, с моей точки зрения, произошла
направленная утечка информации. Из чего я делаю вывод, вот так, осторожный вывод, но с уверенностью более 50%, что эти боеголовки уже там. А это просто, значит, их легализация. Согласно этому документу, который цитируют британские СМИ, в июне месяце на вот этой базе Лейкенхит будет строиться специальный центр для размещения особо важного оружия. И он должен быть особо защищен так называемыми, как там говорится, баллистическими или антибаллистическим щитом. То есть он должен быть настолько, как я понимаю, прочен, чтобы выдержать в разумных пределах атаку ядерным оружием, наверное, тактическим ядерным оружием. Почему Б-61? Почему именно вот эта боеголовка? Это модернизированная, вообще она существует где-то с середины чуть ли не 60-х годов, но вот эта модернизированная, которая была буквально в течение нескольких последних лет проведена модернизация, заключалась в том, что эта боеголовка стала особо гибким инструментом, потому что прямо на месте ее мощность можно было варьировать от 0,3, дальше 5, 10 и, наконец, 50 килотонн, что, как пишут, в 2,5-3 раза мощнее, чем та бомба, которая была сброшена на Хиросиму в 1945 году. Это делает очень ее, вот особенно в вот этом противостоянии с легкими карликами из Кремля, особо удачным, потому что в связи вот с полетом их мысли, типа, а давайте очень маломощное ядерное оружие применим, то ли в стране НАТО, то ли в Украине, и тогда, значит, натовцы не осмелятся нанести ответный удар. Так вот, чтобы, значит, у них не было таких мыслей, вот и сделали такую боеголовку, которая может варьироваться от очень слабого для удара в ответ на применение тактического ядерного малой мощностью со стороны России до очень мощного. На этой же базе размещено две эскадрильи, или еще там добавят какое-то количество. Две эскадрильи – это 50, вернее, 40 самолетов F-35, вот как раз в качестве носителя этих боеголовок. Кроме того, эти боеголовки могут запускаться с самолетов F-16, F-15, ну и, наконец, Би-2, это стратегических бомбардировщиков. По этому поводу уже высказалась пришедшая по этому поводу в себя, наверное, Мария Захарова, это Мурка из Министерства иностранных дел Российской Федерации, которая заявила, что это будет эскалация, и российская сторона вынуждена будет предпринять контрмеры. Если такой шаг будет сделан, мы будем рассматривать это как эскалацию. Но шаг, как я очень подозреваю, уже сделан. Речь идет просто о его легализации. Но все-таки где-то, наверное, огрызнутся. Тем более, что еще до публикации этих британских газет Путин, как вы знаете, наверное, слетал в Калининград, где сделал туманное предостережение или запустил угрозу, что наши западные противники, они не понимают, где они живут, в каких условиях, что происходит и что их ожидает. Вот, наверное, вот это и была угроза в ответ на размещение американских боеголовок. То же самое было в Советском Союзе. Тоже пошумели, покричали, а потом поняли, что надо потихоньку сливать воду, и все это закончилось нулевым вариантом. Поэтому раньше надо было все это делать американцам. Но, как говорится, лучше позже, чем никогда. То есть, мы должны зафиксировать еще одно историческое достижение великого кремлевского стратега всех времен и всех народов. В результате варварской полномасштабной агрессии против Украины с февраля 22 года НАТО приблизилось к России на расстояние, я вам напомню, расстояние Хельсинки от Петербурга 300 километров. 300. То есть из воздушного пространства страны НАТО или НАТО теперь до Петербурга, этой Б-61-12, ей-то лететь всего несколько минут.
И все. И вот таким образом решается вопрос. Так вот, значит, мало того, что НАТО приблизилось как минимум на 800 миль, это граница между РФ и Финляндией, теперь вступает Швеция, Орбана наверняка сломают, Балтийское море превращается в озеро внутреннее НАТО, Черное море, там дальше будет происходить кошмарение Черноморского флота Российской Федерации, оно тоже рано или поздно превратится в внутреннее озеро НАТО. Ну и теперь Петербург в нескольких минутах от прекращения существования в ответ на необдуманные угрозы, если они будут и дальше иметь место, или действия этих безумствующих кремлевских карликов. И тем не менее, значит, я уверен, что они еще там пошипят, еще немножко, может быть, поугрожают. Поэтому, по большому счету, НАТО, и прежде всего американцам, нужно быть готовым к размещению крылатых ракет. Вот те, которые убрали в результате нулевого, значит, соглашения о нулевом варианте, который подписывал еще Горбачев. Они есть, Першинги-то уничтожили практически все. А вот крылатые ракеты остались, мало того, их модернизировали. Теперь это совсем другая ракета, это совсем другая авионика. Она не напрямую летит, прямо к первоначально заложенной в нее цели, как это было в 80-е годы. Теперь она может летать, выписывая там всевозможные пируэты очень долго, и потом менять прямо в полете, менять целеполагания, и, значит, перенастраиваться с одной цели на другую. Нужно быть к этому готовым, потому что этих змеенышей, их можно только они приходят в себя только в виде кулак у своего носа. Спасибо. То есть я бы это назвал так. Байден решил сыграть Рейгана. Раньше надо было, но тем не менее. Надо дальше продолжать в таком же духе. Поэтому вот сейчас мы перейдем к этому в том же духе. И хочу вам зацитировать или процитировать статью, которая вот только-только появилась в американском издании The Atlantic. Я напомню, что это издание, которое впервые вышло в 1860 вот каком-то году. То есть вскоре после окончания гражданской войны или отмены крепостного права в России, гражданской войны в США. Да. И что еще примечательно, это издание интеллектуалов и контролирует тот фонд, которому принадлежит этот журнал, вдова Стива Джобса. Вы помните, этот легендарный Стив Джобс, основатель Apple, основатель айфона, благодаря которому фактически произошла революция. Чрезвычайно интеллектуальный был человек, и вдова у него осталась, вот она такая же. Поэтому то, что пишет The Atlantic, это отражает мнение интеллектуальной элиты Америки. И статья эта называется «Великое предательство республиканской партии». То есть не ее предали, а она предала. Но если расшифровать так в одном названии, о чем идет речь, то это республиканская партия позорно или вероломно предала Украину и Израиль. И речь, как вы, наверное, сразу догадались, идет о вот этих перипетиях с пакетом, законопроектом, который включает в себя финансирование Украины, Израиля, Тайваня. И по настоянию тех же республиканцев туда был включен вопрос о границах. Потому что первоначально Байден туда заложил, Белый дом заложил туда 14 миллиардов, чтобы в техническом порядке на эти деньги увеличить то, что самое необходимое надо сделать. Увеличить, причем серьезно, там речь идет о 6 тысячах судей, офицеров иммиграционной службы, пограничников, число для борьбы с вот этим нашествием через границу. То есть республиканцы на этом настояли, а потом использовали этот же закон. Ну, сначала затягивали его, а потом Трамп сказал убить. Это нужно мне. Этот вопрос нужно, наоборот, испортить таким образом, чтобы я мог его использовать в ходе предвыборной кампании против Байдена. Вы знаете эту историю. На этой истории я закончил свое предыдущее видео, в котором речь шла о вновь созданном фактически
инспирированным Трампом до такой степени раздутом противостояние между властями штата Техас и федеральным правительством, что речь зашла чуть ли не о конфронтации между Национальной гвардией Техаса и федералами. И вот буквально через где-то час после того, как я выложил свое предыдущее видео, где-то примерно в 22:30 по вашингтонскому времени, Байден делает заявление. Это заявление следует за, как пишется в статье The Atlantic, после 100 дней позора, которые уже прошли. Позор – это вот то, что республиканская партия вытворяет с этим законопроектом, который ставит под угрозу Украину во славу Путина, ставит под угрозу Израиль и всю политику Соединенных Штатов на Ближнем Востоке. Но самое главное, как пишет The Atlantic, обращает внимание, что республиканцы вот эти, то есть маговцы, они в Палате представителей имеют большинство всего в 6 голосов. 219 против 213. И на этом тонком перевесе висит доброе имя Соединенных Штатов, их влияние во всем мире и безопасность стран, которые на протяжении десятилетий могли доверять американским обещаниям. То есть валится credibility, это доверие к стране, гегемону, без которой, пока еще гегемону, без которой она просто не может существовать. И весь мир в том состоянии, в котором он был до сих пор, существовать не может. Позор, конечно, республиканской партии, поскольку, согласно вот как... Но это так и есть, и это фиксирует, констатирует The Atlantic. Все это уперлось вот в эти 6 преимущество этих 6 голосов, которые могли подмять под себя там, так или иначе всю фракцию республиканской партии в Палате представителей. И в конце концов, значит, еще, то есть это получилось, ответственность несет республиканская партия. И там вот среди них главное лицо – это спикер Майк Джонсон, который выдавал себя, как я вам рассказывал, за набожного, глубоко верующего человека, который всегда советуется с Библией, но оказалось, что на самом деле он советуется с Трампом. Он является его фактически сервильным человеком, то есть угодником Трампа. Ну и все это организовал Дональд Трамп. То есть на карту поставлено доброе имя, репутация, безопасность, мировое устройство ради вот этого сброда. Как ни крути. Всего несколько человек. Вот на этом фоне и звучит заявление Байдена. Если вы помните, тогда вот, то есть возникла конфронтация между штатом и федералами, и я вспоминал, что в свое время, в конце 50-х, в начале 60-х, нечто подобное конфронтация привела к тому, что Вашингтон использовал армию для того, чтобы применить закон. Тогда был закон о отмене расовой дискриминации. Ну, и он тогда применили армию не просто так, а после того, как местные расисты начали обстреливать или применять там насилие против представителей федеральных властей, которые приехали в соответствующие штаты для того, чтобы привести в действие этот закон. То есть сначала последовало насилие со стороны мятежников, а потом уже была применена армия. Теперь, значит, Байден делает срочное заявление примерно 22:30 в пятницу, которое на следующий день газеты окрестили как очень жесткое. В заявлении Байдена говорится, что тот вопрос, который возник о границах, может быть решен только через тот закон, который он и предложил, который обсуждается уже 3 месяца. И туда границы включены как вопрос о политике по настоянию республиканцев. Он сказал, что готов. Ну, то есть это подтверждение того, что он принял ультиматум. Фактически демократы приняли этот ультиматум гораздо раньше. То есть готовы фактически на все. Дайте полномочия, самое главное, дайте эти деньги, потому что решить вопросы с границей без вот этих 14 миллиардов. Потом сами республиканские сенаторы, когда обсуждали, вот 3 человека, вариант сенатского решения этого вопроса,
пришли к выводу, что да, надо 14 миллиардов. За свой счет Байден из своего кармана этот вопрос никак не решит, при всем желании. Так вот, значит, Байден сделал правильный ход. Он на гребне вот этого кризиса, возникшего с Техасом теперь уже, он опять вернул в повестку дня вопрос о пакете вот этом, в который входила помощь и Украине, и Израилю. Предложил все это решить. На следующий день выходит статья «Вашингтон-Пост», в которой, в частности, говорится: пограничный спор в Техасе порождает разговоры о гражданской войне. И это нагнетается обстановка со стороны правых, то есть трампистов. Дальше газета напоминает, что она вспоминает события недавнего прошлого, еще в 2008 году что-то там было, а еще раньше, конец 50-х, начало 60-х. Так вот, столкновение и сопротивление федеральному правительству по спорным вопросам и в сложное время могут привести в темные места, имеется в виду за решетку. Ну и пример приводит последний. Это посадки по результатам мятежа 6 января 2020 года, по результатам которого огромное количество людей было отправлено за решетку, а некоторым из них, в частности, одному там самых так называемые гордые ребята, которые играли самую такую яркую роль в этом мятеже, по-моему, одного на 28 лет засадили. То есть тяжелые сроки. А организаторы, в частности, Трамп, то есть некоторые ускользнули. Кстати, среди них, из этих организаторов, были некоторые сенаторы от республиканской партии, которые сейчас тихо-тихо сидят, ожидая, что будет с Трампом. А Трамп ожидает суда над ним по этому вопросу. Короче говоря, газета, которая считается самой близкой к Белому дому, Вашингтон-Пост, недвусмысленно намекнула, что надо как-то так это остудить вопрос, иначе может быть то же самое, что произошло тем, который получил 28 лет, или с Трампом, который ждет своей очереди. Ситуация может выйти из-под контроля, пишется в статье. Публичная риторика должна затихнуть. И она затихает. То есть на следующий день, уже в субботу, полная тишина, причем с любой стороны. В центральных средствах массовой информации, которые в основном либеральные или умеренные, естественно, экстремистских центральных средств массовой информации в Соединенных Штатах нет, крайне правых нет. Даже Fox News, она поддерживается сбалансированной позицией по этому вопросу. После этого, значит, оказывается, что Министерство или Департамент внутренней безопасности направляет меморандум соответствующее ведомство, по-моему, то ли генеральному прокурору штата Техас, то ли какому-то ведомству, их Министерству внутренней безопасности, с просьбой или с требованием доложить, каким образом исполняется решение Верховного суда. При этом, значит, федералы отмечают, что они не будут резать, во всяком случае сейчас, эту проволоку, но отмечают, что федеральные агенты заняли свои позиции, соответствующие в этом районе, и готовы выполнить свои обязанности, если возникнет такая необходимость, если возникнет кризисная ситуация, и в частности, если будут происходить какие-то события, угрожающие жизни и здоровью людей. Я напомню, это была ссылка на 3 человека. Это мать с 2 детьми, которые переплывали через Рио-Гранде, как раз в том районе, и все 3 утонули. Короче говоря, вот так вот. Каждый занял свою позицию, и, видимо, в элите с обеих сторон поняли, что дальше надо как-то так остынуть и решать вопрос через судебные органы, если это вопрос о различной интерпретации законов или переговоров там, или как-то иначе. И опять-таки в субботу же появляется чуть ли не сенсационная новость, которая сначала утекла в виде инсайда. Она заключалась в том, что вот это в Сенате группа сенаторов, она из 3 человек состояла, я о ней рассказывал, которые работали над вариантом компромиссного закона 3 месяца.
не покладая рук, что они практически уже закончили текст. Уже вроде последние дни они искали деньги, вот эти 14 миллиардов отдали в комитет по ассигнованиям, видимо, нашли эти деньги. И на неделе, на следующей, то есть, которая начнется завтра, они представят этот вопрос на обсуждение или голосование. Это была совершенно новая новость, потому что еще накануне, в пятницу днем, спикер говорил, что этот законопроект не имеет никакого шанса в Палате представителей. То есть появилась надежда, что что-то изменилось, в том числе в отношении Палаты представителей. Иначе зачем бы тогда Сенат говорил о том, что мы на финишной прямой сейчас и будем представлять закон на голосование. Но проходит совсем немножко времени, и Трамп, выступая в Лас-Вегасе, он прямо как бешеный мустанг бьет копытом и кричит, что он никогда, он жизнь свою посвятит, но чтобы закон о границе не прошел сейчас. Но вообще, дальше расскажу, его поведение, его высказывание все больше свидетельствует о том, что что-то у него с психикой. То есть как-то так она и интеллектуально, и в психическом плане он очень быстро деградирует, налицо просто. И вот это одно из проявлений. То есть это же он внес, по его настоянию, через его людей возник этот вопрос. 4 месяца на нем сидели. Теперь, значит, он жизнь положит для того, чтобы его не приняли. И он говорит, что если в Конгрессе мне жалуются законодатели, что на них наезжают, как же так, что вы вытворяете, ссылайтесь на меня, говорит он, и так далее. И тут же выскакивает наш набожный якобы спикер, который говорит, никакого шанса у сенатского законопроекта, он у нас не пройдет. Что происходит? Происходит то, о чем я вам говорю последнюю где-то неделю. Раскол в республиканской партии. И сейчас очень важно смотреть, если Сенат все-таки вынесет этот законопроект, несмотря на заявление Джонсона, то он будет совершенно убийственным, этот раскол. То есть это будет раскол не просто между двумя партиями, не просто между двумя палатами. Это будет раскол между двумя частями одной и той же партии и одновременно, значит, двумя палатами. То есть супер, такого не было давно. Но без этого то, что происходит, наносит удар самым смешным образом, как считают аналитики же и республиканской партии, наносит удар по кампании самого Трампа. Так, например, Джим Акоста, шоу в CNN, туда приглашают республиканского стратега Элис Стюарт, которая говорит, что если вот этот закон угробят, вот как это сейчас происходит, то избиратели республиканской партии этого Трампу не простят. А вслед за ней практически целая череда экспертов, в том числе от республиканской партии, отмечают, что вся кампания Трампа до сих пор, она базируется на магии, на его коренном электорате. И этого никак недостаточно для того, чтобы выиграть общие президентские выборы в Сенате. Об этом я вам рассказывал раньше со ссылкой на различных экспертов республиканской партии. Потом об этом сказал Десантис, это я в предыдущем видео говорил. Теперь об этом говорит сенатор Корнин, это республиканец от штата Техас, который считается старшим сенатором и который претендует, если Митч МакКоннелл, лидер республиканцев в Сенате, уйдет в отставку, я ему напомню, 81 год, то Корнин является одним из основных кандидатов на его должность. Так вот, Корнин говорил уже, что Трамп до сих пор топчется на своем электорате ядреном, а на этом выиграть выборы невозможно. Также, значит, это представители стратегии и аналитики республиканской партии отмечают, что по информации, которая была получена ими в ходе праймериз в штате Айова и Нью-Хэмпшир, многие избиратели Хейли сказали, что они никоим образом не будут голосовать за Трампа, если Трамп, а не она выйдут в финал. Ну и примерно 50 или 70% сказали, что вообще, то есть однозначно не будут голосовать. То есть не только те, которые за Хейли голосовали, а вообще все, которые республиканцы пришли на эти праймериз,
50-70% из них не будет голосовать, если его осудят. Вопрос, осудят ли Трампа, становится центровым. И вот вчера я слушаю интервью адвоката, юриста Норма Айзена. Это известная личность в Вашингтоне. То есть это крупный юрист, известный в этой области. Ну, достаточно сказать, что он был юристом в команде, которая обеспечила переход власти к Трампу, когда в 2016 году он победил на президентских выборах. То есть он не был в команде Трампа. Он, как независимый эксперт, консультировал соблюдение всех законов в Соединенных Штатах, которые должны соблюдаться при передаче власти. Кроме того, значит, он был консультантом Белого дома, потом он был консультантом, штатным консультантом Комитета по юридическим делам Палаты представителей. Он участвовал в качестве адвоката в крупнейших делах, которые рассматривали в Соединенных Штатах Америки. Он даже послом успел побывать в Чешской Республике Чехия. И он знает, лично знает судей, которые сейчас занимаются делами Трампа, и адвокатов Трампа, и представителей следствия прокуратуры, которые выступают против Трампа. Ему был задан главный вопрос: будут ли судебные процессы над Трампом в этом году? И он сказал, как минимум 2, может быть 3, но 2 должны быть железно. При этом, значит, ход мысли его состоял в следующем. И Трамп, и его адвокаты фактически слили все эти уголовные обвинения против него, слили по существу. Они не оспаривают в том, что он совершил те действия, которые ему теперь обвиняются как преступные. Единственное, чего он добивается, это чтобы Верховный суд сейчас, который рассматривает это дело, признал, что он имел иммунитет. Причем, вот Айзен цитировал, как это происходило. Убийственно. То есть это идиотизм со стороны Трампа и его адвокатов, ну, просто налицо. Его аргумент: если вы не признаете, что любой президент имеет иммунитет, то теперь каждый раз, когда он переступит через красную черту, то есть нарушит закон, каждый раз его будут судить. Ну, конечно, будут судить, а как иначе это еще, если ты нарушил закон? Дальше его судья спрашивает. Это в апелляционном, панел был апелляционного суда. Судья его спрашивает: ну окей, вы президент, и вы даете команду группе морских котиков убить вашего политического оппонента. Это будет преступление? Ответ адвоката Трампа. А рядом Трамп сидит. То есть он его точку зрения выражает. Нет, это не будет преступлением. Чтобы это стало преступлением, Конгресс должен, вернее, Палата представителей должна подвергнуть его импичменту, Сенат должен утвердить этот импичмент, и только после этого судебный процесс там будет решать, был или не был, и так далее. Ну, то есть, если диктатор захватил, то есть имеет большинство в Палате представителей, в Сенате, то он может творить все, что угодно. Ну, как Гитлер к власти пришел, да? Потом все это под себя помял, типа он имеет иммунитет, он не подчиняется закону. То есть Айзен, он ржал, громко ржал, когда он рассказывал про эту аргументацию. Он говорит, этого, то есть Верховный суд не может это поддержать, потому что это дикость в качестве вот юридического аргумента. Любой судья теперь говорит, подумает, окей, а завтра он, этот сумасшедший, его выберут президентом, и он даст указание меня убить, потому что он будет знать, что у него иммунитет. То есть, говорит, это невозможно. И так он прогнозирует, что где-то в ближайшие несколько недель Верховный суд должен принять это решение. А потом идет один, там весь вопрос со временем, чтобы успеть это до ноября. И он считает, что до ноября будет рассмотрено как минимум 2 уголовных дела. Среди них самое главное – это то, которое ему вменяют за инспирирование мятежа 6 августа и за попытку таким образом, значит, воспрепятствовать совершению закона о передаче власти, то есть фальсифицировать выборы или саботировать эти выборы и незаконно удержать власть. Этого достаточно будет для того, чтобы все на этом был поставлен крест. Ну и вот и все, собственно говоря. И крышка Трампу.
Причем, что интересно, как ведут себя Хейли и крупнейшие доноры республиканской партии, которые ее поддерживают. Не Трампа, а ее продолжают поддерживать. Ну, во-первых, среди доноров, буквально сегодня, крупнейший донор республиканской партии, это Кох, подтвердил, что по-прежнему считает Ники Хейли наилучшим кандидатом от республиканцев и считает, что они, то есть, он будет продолжать ее финансировать и призвал и других финансировать. И вообще обратился к сторонникам республиканской партии поддержать Ники Хейли. Я вам рассказывал о том, кто такие эти братья Кох и насколько они важны как доноры и вообще как выразители мнения крупного бизнеса в отношении будущего или кандидата от республиканцев в президенты. Ники Хейли. Сторонники Трампа, то есть они ощущают, даже вот я беседую с ярыми здесь, их мало, очень мало, и они, то есть ни один из них не работает в правительстве. Трампа ненавидят здесь вооруженные силы, его ненавидят правоохранительные органы, вооруженные силы он ненавидит, потому что это же идиот, был инцидент, когда ему сказали, господин президент, надо отдать почести павшим там на каком-то мемориале, павшим солдатам, которые сражались в войнах за Соединенные Штаты Америки в 2020 году. Он отказался, говорит, это все лузеры. Это лузеры и сакеры, то есть вот, неудачники и идиоты, которые вот имели глупость погибнуть, защищая свою родину. То есть вот эти слова из памяти вооруженных сил никак не сотрешь абсолютно. Также он воевал с ФБР, также он нагрубил ЦРУ, то же самое. То есть кругом вот те подразделения, где работают люди, которые с риском для жизни иногда, значит, работа их такая, работает на Соединенные Штаты Америки, его люто ненавидят, вообще государственный аппарат. То есть я беседовал с представителями свободных профессий, брокерами. Хорошие брокеры, заслуженные такие. Так вот, у них надежда была, что по окончанию праймерис Трамп договорится с Ники Хейли, предложит должность вице-президента, и таким образом к нему, с ней перейдут вот эти все независимые. Но поезд уходит стремительно, он практически уже ушел, потому что Ники Хейли теперь, то есть борьба между ними развязалась не на жизнь, а на смерть. Сегодня она развернула свой очередной ролик, в котором она говорит, я борюсь против него, потому что он, ну, она сказала, она declining одним словом, то есть он деградирует, имеется в виду интеллектуально, психически, деградирует на глазах, потому что он экстремист, потому что он не может принимать решения, то есть просто опасен для страны. Также ее ролик крутится, где он, который недавно же республиканцы обвиняли Джо Байдена в том, что он там путается в фамилиях, иногда в датах и так далее. Здесь сейчас крутится ролик, где он 4 минуты рассказывает, употребляя несколько раз имя Ники Хейли, несет ерунду. То есть он рассказывает, что в январе, накануне мятежа, в январе 2020 года, Ники Хейли якобы отвечала за безопасность Капитолия. И она не обеспечила, она не выполнила свои обязанности, рассказывал он 4 минуты, неоднократно употребляя Ники Хейли, Ники Хейли, Ники Хейли, а имел в виду Нэнси Пелоси. То есть он их перепутал, но не один раз, 4 минуты, одно и то же. Ну и дальше, там, что он там несет, это, короче говоря, то есть тот аргумент, что Джо Байден, что у него, значит, крыша едет, он теперь полностью уничтожен тем, что в последнее время наговорил Трамп. Ну и вообще соперничество между ними, Хейли и Трамп, перешло на такой уровень, когда примирение практически невозможно. Со стороны Трампа, во всяком случае, потому что у него был опыт с Пенсом, который оказался нелояльный, то есть не был готов слепо на 100% выполнять незаконные преступные приказы Трампа. То есть ему теперь нужен абсолютно лояльный человек, то есть раб просто, который ему будет беспрекословно подчиняться, а Хейли не такая. То есть ему не удастся Хейли прицепить в качестве вице-президента. Поэтому братья Кохи делают заявление, что давайте дальше, давайте с Хейли, потому что Хейли имеет шанс выиграть у Байдена. Трамп, если дальше пойдет, сенатор говорит, что вы еще, тут мне пишут, у нас, кстати, раньше я их не видел, теперь появились кремлевские боты.
И появились еще, но я думаю, это они прежде всего, любители Трампа, маги, республиканской партии. То есть, ребята, я вам хочу сказать, то есть использовать этот канал и комьюнити, так сказать, месседжборд для проведения мысли мага, которые я считаю совершенно примитивными и тупыми, никак не получится. Я вас всех забаню и вычищу вас как инородный элемент, поэтому не тратьте даже время, иначе потом придется новые аккаунты вам создавать. Мага здесь не пройдет. Я вам цитирую Десантиса, хорошего представителя республиканской партии, сенатора Корнина, которого никак не обвинишь в нелояльности и так далее. Поэтому решайте вопросы там, в своей республиканской партии. Не надо здесь. Вот такая, значит, ситуация. То есть вопрос о его уголовных делах рассмотрении вполне реален, как говорят выдающиеся представители юридической мысли в Вашингтоне. Так что ждем. Раскол, еще раз повторяю, очень важно смотреть в ближайшие несколько дней на этой неделе. Выдвинет ли Сенат вот этот вопрос, то есть текст, который не обсуждали, опубликуют или нет. Если опубликуют, тогда просто вопиющий раскол будет между рейганистами и отмороженными. И это будет первый шаг такой серьезный к погребению, к могиле президентской кампании, предвыборной кампании Трампа. Ну, а окончательно его добьют эти 2, или сколько их там будет, процесса. Но еще я хотел бы напомнить, что Украина, она стала как бы могилой 2 президентских кампаний республиканцев. Первое – это папа Буш. Я вам напомню, что в свое время, накануне развала Советского Союза, он приезжал в Киев, произнес речь, которую назвали «Котлета по-киевски». Это в Советском Союзе ее назвали. А здесь «Chicken Kyiv». Ну да, котлета по-киевски. Где он призывал Украину не выходить из состава Советского Союза. Так вот, значит, здесь такая есть точка зрения, причем я говорил по этому поводу с стратегом компании Клинтона, сотрудник Белого дома. Он был одним из, значит, организаторов стратегии Клинтона. Так вот, значит, он сказал, что именно, как он насчитывал, там несколько миллионов, 3 миллиона, что ли, голосов украинской диаспоры здесь, в Соединенных Штатах, они сыграли роковую роль, в результате которой папа Буш, который был успешным, в принципе, президентом, да и с экономикой это неплохо было, Саддаму Хусейну надрал уши, выгнал из Кувейта и наказав, не влезя при этом в многолетнюю бессмысленную войну, как это сделал его сынок. И тем не менее, вот раз и все. Затем, значит, Трамп – это первый импичмент, связанный с Украиной. Помните этот роковой телефонный звонок, когда он сказал Зеленскому, тот попросил у него помощи, ну дайте, там же Сенат, Конгресс выделил деньги, он сказал, ну да, так, мы подумаем, но вы должны кое-что сделать для меня. Ну и потребовал состряпать уголовное дело, вернее, состряпать компромат на Байдена. Поймали, прокололся импичмент. Кстати, именно поэтому он сейчас в значительной степени, поэтому, ну, может быть, он выполняет и, так сказать, мягко скажем, пожелания своего друга Владимира из Киева, из Москвы. Но и наверняка в значительной степени, наверняка не любит Украину за тот первый импичмент, который он получил. Теперь он может быть наказан 2-й раз. Но для этого вот украинцы должны осознать, что, как пишет Атлантик, это республиканская партия, а судя по ее содержанию статьи, которая полностью легла сейчас под Трампа и занимает угодническую позицию, что изволите, виновата в том, что до сих пор не принят пакет помощи и Украине, и Израилю. Я думаю, израильская диаспора в Соединенных Штатах, произраильская, займет соответствующую позицию. Ну и повторяю, что если дело дойдет до дальнейшей эскалации, если Трамп, то есть сейчас остыли как бы в связи с противостоянием федералов и Техаса
здравый смысл или холодная голова, холодные головы с обеих сторон, когда преодолели этот кризис, и сейчас мало о нем говорят. Вот сегодня, обычно воскресенье, полно информации по важнейшим вопросам про ситуацию в Техасе. Тишина. Так вот, значит, если дойдет до критической ситуации, армия с радостью выполнит свой долг против Трампа. Она его ненавидит. Теперь вопрос, значит, что с Украиной? Где брать оружие и так далее. На неделе приезжает сюда Шольц именно по этому вопросу. В начале прошедшей недели выступил соответствующим жестким заявлением Макрон: Путин не должен выиграть, мы не можем этого допустить. Теперь утечка информации о ядерных боеголовках, размещаемых в Великобритании, я подозреваю, что они уже там, это еще один ход. Ну и план «Б». План «Б» – это в ускоренном темпе, как говорят из Сената, рассматривается вопрос и будет проходить утверждение законопроекта о возможности ареста замороженных активов Центрального банка России с тем, чтобы передать это Украине. То есть вся ситуация складывается таким образом, что не должны оставить Украину без оружия. Всегда, ну, к сожалению, это происходит вот так вот в последний момент, с надрывом. Много было сделано ошибок. Сегодня слушал интервью бывшего командующего войсками НАТО в Европе, генерала Бридлоу, просто потрясающе, готов подписаться под каждым словом. Сколько было ошибок допущено в оказании поддержки Украины. Ну, что делать? Что делать? Как говорится, пусть бросит камень, кто безгрешен. Ну и в конце, для неверующих еще, сторонников Трампа, вот здесь компиляцию опубликовали по поводу якобы успешного Трампа, который якобы всегда побеждал. Так вот, он стал первым за 28 лет президентом, который проиграл переизбрание. Первый был, то есть предыдущий был папа Буш. Он стал первым за 89 лет президентом, который за один срок потерял и президентское кресло, и Палату представителей, и Сенат. Затем он потерял больше всего рабочих мест, чем любой президент США со времен Герберта Гувера. Он проиграл дело об университете Трампа, о фальшивой благотворительности, о мошенничестве своего дела в Нью-Йорке. Кстати, сейчас его должны приговорить по этому делу. Дело о сексуальном насилии и клевете, вот 83,5 миллиона, совсем недавно. Кстати, у него денег нету, судя по всему, оплатить этот штраф. Миллиардер фигов. Проиграл иск против Нью-Йорк Таймс. Проиграл многочисленные апелляции по всем вот этим указанным делам. Проиграл 61 иск, связанный с выборами 2020 года. Это где он тупо подавал эти все иски, пытаясь доказать, что у него украли выборы. В 61 иск все проиграл со свистом. Он трижды проиграл штат Джорджия, дважды проиграл Пенсильванию, Аризону, Техас, Висконсин. И даже умудрился 8 раз проиграть его как шоу-бизнес. Он же из шоу-бизнеса. Шоу-бизиком он был. И его, значит, шоу «Апрентис», то есть подмастерье, он изображал подмастерье. И представляли его Кэби к награде Эмми, и он 8 раз это провалил. Против него выдвинул 4 обвинения в уголовных делах по 91 конкретному пункту этих обвинений. Ему предписано уже выплатить более $100 миллионов штрафа, а в ближайшую неделю за мошенничество с цифрами, с теми данными, которые он писал в иммиграционную службу и в банке. То есть, простите, в налоговую службу и в банке. То есть, фактически вводил в заблуждение и банки, чтобы получить лучшие условия займа, и налоговую службу, чтобы меньше платить налогов. Так вот, ожидается, что он может получить еще $370 миллионов, а также право занимать риэлторской деятельностью в США на всю жизнь. И ему будет полностью запрещено вести бизнес в Нью-Йорке. Вот такая, господа, ситуация. Поэтому борьба сложная, момент все тот же, переломный.
но с Украиной лучшие люди, я бы сказал так, интеллектуальная элита и в Соединенных Штатах Америки, и в Европе. Повторяю, ошибок было допущено немало, о них мы еще поговорим. Сейчас тут еще одна тема раскручивается касаемо Украины в средствах массовой информации Соединенных Штатов Америки. Вот. Ну, а на этом хочу закончить это видео. Как всегда, слава Украине и вооруженным силам. Враг будет разбит. Победа будет за нами. Вам, дорогие друзья, как обычно, выдержки, мужества и твердой веры в нашу неизбежную победу.